Привет, друзья! Всем привет! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Сегодня мы с Юлей будем обсуждать тему одежды. Но мы не будем говорить про покупку одежды, хотя немножко будем. Мы больше поговорим про наше отношение к покупке одежды и про то, какие были изменения за прошедшие 15 лет в этой сфере, да, Юля? Да. В России есть очень популярная поговорка: встречают по одежке, провожают по уму. Что это означает, Юля? Я думаю, что это означает, что встречают всегда по тому, как ты выглядишь, во что ты одет, потому что это первое впечатление, которое ты производишь, а провожают по уму. Это означает, что тебя узнали лучше, и в целом всем уже все равно, во что ты одет, важнее то, как ты себя показал. Да, я думаю, что все правильно. Идея в том, что ты создаешь первое впечатление своей одеждой. Люди вначале смотрят, как ты выглядишь, а потом они уже, вторая итерация, да, они уже оценивают тебя по тому, что ты говоришь, как ты мыслишь и так далее, да. Давай с тобой поговорим. А сначала скажи, согласна ли ты с этой поговоркой? Смотря как ее трактовать. Если буквально воспринимать, что встречают по одежке, то есть смотрят на то, насколько дорогая на тебе одежда, или там качественная одежда, то я не согласна. Мне кажется, что кроме ситуации, где есть строгий дресс-код, я бы не хотела, чтобы так было. Мне не нравится это. Но если мы говорим про первое впечатление, которое ты производишь, да, в том числе, как ты выглядишь, как ты начинаешь разговор. Да, скорее всего, так оно и есть, ведь когда люди с тобой знакомятся первый раз, они могут оценить только это, потому что им еще предстоит тебя узнать. Знаешь, забавно, я скажу совершенно противоположную вещь, что я с тобой не согласен, но дальше я буду говорить то же самое, что говорила ты. Почему? Потому что я считаю, что это, абсолютно справедливая поговорка, потому что ты действительно производишь первое впечатление тем, как ты выглядишь. Но мне кажется, суть тут не в том, ты одеваешься дорого, дешево, модно или не модно, а скорее просто то, какое впечатление ты производишь. На тебе может быть самая простая одежда, но она чистая. Или хорошая одежда, но от тебя воняет, еще какой-нибудь дезодорант, и это все в таком миксе: пот, дезодорант и все вот это. То есть, мне кажется, не важно дороговизна, важно опрятность, быть вообще, опрятным. В целом, какое впечатление первое ты производишь. И, конечно, одежда — это часть этого впечатления. Хорошо, давай поговорим про то, как изменился и изменился ли подход к одежде за последние, например, 15 лет. Например, твоя, скажем, юность, твое детство, твоя юность и сейчас. Есть ли какая-то разница в том, как девушки одеваются? Мне кажется, что сейчас, тоже, наверное, не везде, но вот если говорить про крупные города, все-таки есть такая тенденция к чуть большей свободе в том, как люди выглядят. То есть еще там лет 15, не знаю, там 20 лет назад было принято там постоянно ходить на каблуках. Ты утром в транспорте мог увидеть очень много женщин на каблуках. Было принято выбирать какую-то одежду, потому что она красивая, потому что она делает тебя привлекательной, но не потому что она тебе нравится. Сейчас, по крайней мере, если посмотреть так в среднем на город, можно увидеть огромное количество девушек в одежде оверсайз, потому что им комфортно в такой одежде. Им действительно комфортно, или это часть моды современной? Просто, может быть, мода изменилась. Раньше была в стиле, скажем, классика, а сейчас такая, я не знаю, такой хип-хоп, что-то такое вот современное, поэтому оверсайз.
когда я говорю, что чуть больше свободы, это означает, что у тебя чуть больше выбора. Ты можешь ходить в оверсайзе, потому что тебе комфортно в оверсайзе. Ты можешь выбрать каблуки, потому что сегодня ты хочешь идти на каблуках. А будут ли на тебя странно смотреть сейчас, если ты пойдешь на каблуках, вот в макияже полном и так далее в большом городе? Нет, не будут. То есть можно сделать, я так понимаю, такой вывод, что в целом люди стали более... плохое слово, наверное, толерантны, но люди стали принимать больше стилей одежды. Да, совершенно верно. Даже если мы говорим про работу в компании, раньше строгий дресс-код существовал в большем количестве компаний, чем сейчас. Сейчас, конечно, остаются компании с дресс-кодом, куда нужно приходить там в костюмах, летом девушки должны быть в колготках обязательно, но в целом большое количество компаний уже обращает на это гораздо меньше внимания. Хорошо, давай поговорим про тебя. Как ты одеваешься? Или какой у тебя подход к выбору одежды? Расскажи, как ты это делаешь? Подход к выбору одежды. Да. Мне кажется, что у меня пока нет какого-то прям сформированного подхода к выбору одежды. Раньше я, наверное, покупала больше каких-то дешевых вещей, руководствуясь тем, что, пускай у меня будет 5 дешевых платьев, зато их будет 5. Но сейчас мне не нравится это, во-первых, с точки зрения качества этих вещей, потому что, как правило, это очень плохие ткани, они неудобные, некомфортные. Во-вторых, с точки зрения какого-то разумного потребления. Все-таки не хочется плодить вот эти вот одноразовые вещи. Но, с другой стороны, если мы плодим одноразовые вещи, мы постоянно, мы потребляем товары, и, значит, мы как-то развиваем нашу экономику. Но убиваем экологию, да? Да, это вот этот... Мне всегда поражал этот дисбаланс какой-то, не дисбаланс, а как это назвать? Несовместимость двух вещей. С одной стороны, вроде люди говорят об экологии, с другой стороны, экономику двигает потребление. И если потребление падает, как в случае там коронавируса или других несчастий, то и экономика проседает. И получается, если ты экологичен, то твоя экономика проседает. Но окей, это отдельный топик. Хорошо, еще что-то ты хочешь вообще сказать? наверное, идеальная картина мира для меня, какие вещи выбирать, это выбирать вещи от каких-то маленьких независимых дизайнеров. То есть не какие-то крупные бренды, даже дорогие, мне совершенно они не нравятся, а вот именно дизайнеры, которые разрабатывают какую-то там свою маленькую линейку одежды, как правило, у них хорошее качество, хорошие ткани, да, высокие цены, но зато это, во-первых, и поддержка локального предпринимательства, и, в общем-то, хорошие вещи. А в России много таких маленьких брендов, которые делают свою одежду? Да, в России достаточно много. Да? Просто они очень местечковые, и, что-то такое, что прям на всю Россию стало известным, такого нет. Например, в Москве можешь что-то назвать? Или не в Москве, вот что-то, какой-то пример? В Москве, да, есть, например, что прям с названием говорить? Я думаю, что мы только поможем им. Есть классный бренд Air Element, элемент воздух. Это девушка, она шьет совершенно потрясающие платья необычных фасонов. Да, они довольно дорогие, но в то же время они действительно выделяются, да, на фоне того, что ты можешь найти в магазинах. А какой у тебя подход к выбору одежды? Для меня всегда шопинг — это проблема, это боль. Это было всегда, не знаю, у меня не было никогда особого удовольствия от покупок одежды. Это всегда была необходимость. Там моя футболка с дыркой, или там она испачкалась, нужно купить новую футболку. Нужно идти в магазин. Ты идешь в магазин, быстро покупаешь футболку и уходишь.
В последнее время у меня есть иногда какая-то тяга к чему-то, ну, скажем, более удобному и качественному, потому что, ну, мне не так важен стиль общий, но чтобы было удобно и надежно, чтобы не приходилось покупать вещи, там, обувь каждые 2-3 месяца, а качество одежды и обуви сейчас, в принципе, очень сильно падает, мне кажется так. Ты согласна с этим? То, что качество падает? Да. Да, потому что для того, чтобы удерживать цены на привычном уровне, приходится жертвовать качеством еще сильнее. Да, факт. Сколько ты примерно тратишь денег на одежду в месяц? Ну, если взять, понятно, что ты покупаешь ее не каждый месяц, но если взять какое-то вот среднее значение, как ты думаешь? Ну, сложный вопрос. Действительно, в некоторые месяцы ты ничего не тратишь. Ну так, не знаю, я могу купить там какое-нибудь одно платье в месяц, если это лето, то, ну, там это может быть там 2-3, ну, 4 тысячи рублей. Но это, скажем так, какие-то такие дополнительные покупки. А бывают там вынужденные покупки, например, зимняя одежда, которую я ненавижу покупать, носить и видеть, но это вынужденно. Это, конечно, будет тогда большая трата, да, в какой-то месяц. Понятно. Ну, я про себя тоже не могу сказать, потому что действительно это очень, как это сказать-то даже, очень... Нестабильно? Да, то есть иногда ты тратишь там 1000 рублей в месяц, иногда там, там 20 тысяч рублей, потому что ты купил себе одежды на год вперед. Ну да. Да. Окей, давай тогда поговорим про цены на какую-то конкретную одежду, буквально несколько примеров. Ну вот футболка, например. Я скажу, что я люблю футболки, как вы все заметили. Мне кажется, это самая удобная, комфортная обувь. Одежда. Футболки стоят в России, ну, где-то самая дешевая, наверное, 400 рублей. Ну, такая уже получше футболка будет стоить 800. Ну, в районе 1000. В районе 1000 рублей, да, такая получше. Ну и какие-то бренды, понятно, это уже там 1500-2000 и так далее. И выше, это да. уже такие с каким-то модным принтом или какие-то из каких-то модных магазинов. Можешь сказать что-то про платье? Вот сколько стоило это платье, в котором ты сейчас? Ну, это платье я покупала 3 года назад. Ого. Стоило... Качественное платье. Качественное платье, да. Ну, наверное, оно стоило 1003 рублей. 3000 рублей. Да. Ну, вполне себе неплохо. Ну, 3 года назад. Сейчас, наверное, оно уже стоит 5000. Возможно, да. Понятно, да. Окей. Может быть, про обувь что-то скажем. Сколько стоит женская обувь какая-то повседневная, летняя? Летняя. Да. Ну, с обувью очень сложно, потому что если мы говорим про кожаную обувь, то она будет стоить, наверное, от 10 тысяч рублей. Не знаю, у меня мало кожаной обуви. Я не люблю кожу. Вот. Не любишь кожу по финансовым соображениям? Нет, по всем. Вот, наверное, да, кожаная обувь, там сколько, от 10 тысяч рублей что-то начинается. Может быть, где-то можно найти дешевле. Если мы говорим про там летнюю обувь, это могут быть какие-то кеды там тряпичные, еще что-то. Ну, от 2-3 тысяч рублей можно что-то купить. Ну да, мужские кроссовки тоже в целом самые дешевые, это 2-3 тысячи рублей, ну и где-то в районе там, 7-8 тысяч рублей начинается уже более качественная обувь, ну и от 10 можно уже купить достаточно качественную Мне вещь. кажется, кроссовки — это вообще просто лимит верхний не ограничен, да, потому это что правда. это такой, да, новая валюта кроссовки. Это как часы или, не знаю, что там, как бриллиантовые кольца. 2000 евро, я знаю, будут кроссовки. Да, и так далее. Капец. Хорошо, давай поговорим про то, где мы сейчас покупаем одежду и где покупали одежду наши родители, когда мы были маленькими. Давай начнем с детства. Когда ты была маленькой, где твои родители покупали тебе одежду? Куда вы ходили за одеждой? Ну, я помню, что были рынки, то есть такие прототипы нынешних торговых центров, наверное, только появлялись, большое крытое пространство, где было много-много-много-много торговцев,
Крытое пространство? Мы ходили на крытое, да. Москва! У нас никаких... Ну, наверное, были где-то крытые рынки. Крытые, то есть с крышей, да, покрытые. Но в основном это были просто, ну, типа, такая палатка обычная, и все, максимум. Ну, то такое есть... тоже было, вот совсем. Или просто на совсем улице ты детстве. идешь, просто так на улице лежит одежда, кроссовки, ты такой подходишь, померил. Если нужно померить, то продавщица берет какой-то кусок ткани, вот так тебя Ну да, на крытом рынке то же прикрывает, самое. и ты снимаешь там одно, надеваешь другое. Да, но вот такие вот были, то есть много торговцев на одном пространстве, у каждого какая-то своя такая маленькая точка, по-моему, это называлось. Угу, торговая точка. Торговая точка, да, и там было много вещей, я помню, что мне очень не нравилось туда ходить, потому что туда заходишь, и сразу начинается, вот это померьте, вам это пойдет, вот это возьмите, думаешь, боже, я пошел отсюда. Как красиво на вас смотрится это платье сделано для вас. Да, вот это вот. А сейчас? Сейчас преимущественно это, ну, как торговые центры, где представлены разные магазины, и ты можешь поехать там вот в один торговый центр и посетить там, не знаю, 5-10 магазинов и что-то выбрать. Ну, обычно это всякие популярные, да, бренды, типа, я думаю, что можем их назвать без проблем, какой-нибудь H&M. Он закрылся. Да, ну, неважно, я имею в виду, что, в принципе, да, H&M, Zara, какие-нибудь, что еще такое популярное? Ну, в России есть Love Republic магазин достаточно популярный. Ну, да, там Mango, какие-нибудь там Reebok, Adidas, ну, то есть вот такого плана магазины, да. А рынки живы еще существуют? Ну, да, мне кажется, существуют. Точно существуют, я могу сказать. Опять же, если мы не берем Москву, если мы поедем куда-то подальше от Москвы, на самом деле там люди также по-прежнему покупают, часто люди покупают на рынке, ну, да. Ну, вот, и по экономическим соображениям, и иногда просто потому, что нет большого торгового комплекса. Ну да. Если в городе живет там 50 тысяч человек или там 10 тысяч человек, то, ну, как бы там не будет такого торгового комплекса. Конечно, там будет рынок, где будут продаваться. Или там будет вещи. торговый комплекс, но маленький, и вместо H&M и Zara там будет какое-нибудь платье от Любы. Да. Или там носки от Сергея. Да. Ну, вот такого плана. Хорошо. Бывали ли у тебя какие-то смешные истории, связанные с одеждой? Может быть... Напоследок расскажи. Ну, да, было, например, в Сан-Франциско, когда я была, мне сделал комплимент бездомный. Но он сделал комплимент не мне, он сказал: «О, какое у тебя классное платье!» И я вышла и думала, комплимент насчет платья от бездомного, это хорошо или стоит переодеться? Ну, слушай, раз мы заговорили про бездомных, то у меня тоже есть история, ты ее знаешь. Мы с Юлей решили немножко обновить свой гардероб, и мы были в большом городе, и мы взяли ту одежду, которая, ну, более-менее нормальная, и решили положить ее рядом с мусорными контейнерами. Не в контейнер, а рядом. Ну, чтобы люди, которым нужна, да, бездомные люди, могли ее взять. Так вот, через полчаса мы проходили мимо этого контейнера, вся Юлина одежда была забрана, то есть ее взяли, всю Юлину одежду забрали, а мою одежду никто не взял. И потом через 2 часа мы проходили, и моя одежда там все еще лежала. Хотя в ней кто-то покопался. Да, видно, что эту одежду кто-то посмотрел и даже не стал брать. То есть, в общем, да. И это говорит о том, что я действительно редко... Ну, у меня очень долго... Вот подай, кстати, вот там есть моя... Я не знаю даже, как это назвать, я называю это длиннорукавка. Моя длиннорукавка, друзья, вы можете ее помнить по разным видео. Я не знаю, ей уже года 4 или даже 5, она уже выглядит не очень хорошо. Так она еще и из секонда же. Да, она из секонд-хенда, но, блин, я не могу ее выкинуть. Я выкинул одну такую, а эту я выкинуть не могу, потому что она очень удобная. Я не могу ничего с этим поделать. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Да. Всего доброго, друзья. Учите русский с удовольствием и с Максом. Пока-пока. Пока.